Всем привет! Сегодня я к вам с быстрыми закусками из слоеного теста, овощей и сыра. Очень все быстро делается, просто овощи и сыр берете тот, который вам нравится, а я вам предлагаю свой вариант. Хотите? Повторяйте. Это очень вкусно. Смотрите сами. Я буду использовать помидорки, спаржу, грибы, лук красный. Здесь у меня сыры фета и булгарит. Булгарит, он похож на брынзу, только мягкую брынзу. Обязательно сыр с плесенью, он добавляет суперский просто вкус. И слоеное тесто. На тарелку просто режу вот грибочки красивой формы, чтобы они были сначала. Солю, перчу, поливаю оливковым маслом. Чуть-чуть вот так перемешаю, чтобы они уже просто были полностью готовы. Лук режу кольцами, также солю, перчу. Лук еще посыпаю орегано, оливковое масло перемешиваю. И они тоже уже готовы. Большая луковица у меня сегодня попалась. Помидорки пополам. И то же самое с помидорками. Соль, перец, немножко орегано сразу. Орегано сухой, поэтому я поэтому заранее все это и делаю, чтобы и орегано раскрылся, начал отдавать аромат. И сами овощи тоже чуть-чуть как бы промариновались. Оливковое масло перемешала и сюда в сторонку вернула спаржу, аспарагус. Слоеное тесто кладу на бумагу пергаментную. И вот у меня получается на противне на 4 полоски я нарезаю. Я делаю не широкие полоски, потому что сразу же знаю, на какое блюдо пойдут закуски. Тоже это заранее лучше примериться. Тесто я делаю такой толщиной, какое оно и есть. То есть не делаю его тоньше. Выкладываю чуть-чуть сыра, при этом оставляя края немножко. Кольца лука. И немножко у меня вот здесь вот есть тимьян. Он дает такой хороший прям вкус, мне нравится. Я его потом еще сверху свеженьким немножко. Но чтобы аромат пошел и сразу же в помидоры, и в тесто, и в лук, тоже чуть-чуть посыпаю. Этот будет грибной. Совсем маленькие добавлю колечки лука сюда. Орегано или итальянские травки можете использовать. В этом варианте использую вот такой вот намазку такую с укропом и чесноком. Чуть-чуть смазываю полоску, добавляю сыр с плесенью, прям вот так вот кусочками. Он в духовке немножко потечет, растает, поэтому распределится хорошо. Кладу аспарагус, помидорки и чуть-чуть сбрызну аспарагус оливковым маслом. И сюда опять же соленый сыр, фету или брынзу мягкую. К фете добавлю сыр с плесенью. Небольшие сюда вот так веточки аспарагуса. Немного лучка. Конечно, помидорки. В этот вариант я добавлю немножко тертого грецкого ореха. Чуть-чуть тимьяна. Он будет очень ароматный, этот вариант. И щепотку орегано. Совсем чуть-чуть вот пройдусь по краям теста, чтобы оно было красивым и румяным. На самом деле вот так яйцом пройтись можно в самом начале, перед тем, как вы закладываете начинку. Так более удобно, признаюсь, я забыла. Ну, ничего страшного. Я смазываю только желтком, белок не беру и добавляю буквально капельку водички в желток. И ставлю в духовку 190 градусов на 20 минут. Через 20 минут посыплю тертым сыром сверху немножко всю эту красоту. Через 20 минут достаю и вот добавляю сыр на грибы и на лук. Ну и чуть-чуть вот сюда вот тоже добавила.
На спаржу не буду, здесь и так достаточно сыра разного другого. И ставлю еще на 5 минут, буквально на 5 минут. То есть все вместе 30 минут у меня будет стоять. Все, и вот такая красота получается. Но подготавливала я все вместе это минут 15, и вот уже потом в духовке. Очень быстро, вкусно, закуска потрясающая. И подходит как на любой праздничный стол, так и на пикник. Пожалуйста, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.